Ранним осенним утром Сергей ехал на работу и, как обычно, остановился у небольшой автобусной остановки на окраине города. Людей почти не было. Ночью прошел дождь, асфальт блестел от воды, а холодный ветер заставлял прохожих плотнее запахивать куртки. Когда Сергей уже собирался уходить, он услышал едва различимый писк. Сначала ему показалось, что это звук доносится из кустов. Он прислушался и снова услышал слабое поскуливание. За старой лавочкой стояла небольшая картонная коробка. Сергей заглянул внутрь и замер. Там лежал крошечный белый щенок. Он был настолько маленьким, что, казалось, появился на свет совсем недавно. Глаза еще не открылись, шерсть была влажной и холодной, а сам малыш едва шевелился. «Как же ты здесь оказался?» — тихо произнес Сергей. Рядом не было ни матери, ни других животных. Коробка промокла снизу, поэтому мужчина осторожно поднял ее и понес в машину. Сергей понимал, что оставлять щенка одного нельзя. Он отвез его в ближайшую ветеринарную клинику. Врач подтвердил, щенок новорожденный. Ему нужны тепло, специальное питание и постоянный уход. Сергей купил все необходимое и забрал малыша домой. Первые недели оказались непростыми. Мужчине приходилось кормить щенка несколько раз в сутки, согревать его и следить за состоянием. Иногда он просыпался среди ночи от тихого писка, брал малыша на руки и ждал, пока тот снова успокоится. Но Сергей все чаще задавался вопросом, кто оставил его на остановке. Однажды он решил обратиться к сотрудникам ближайшего магазина, возле которого была камера наблюдения. Ему разрешили посмотреть записи. На видео было видно, как ранним утром к остановке подошла женщина. В руках она держала ту самую коробку. Она поставила ее возле лавочки, оглянулась по сторонам и быстро ушла. Сергей перемотал запись несколько раз. Женщина не выглядела испуганной или потерянной. Она просто оставила коробку и ушла. Найти ее так и не удалось. Прошло несколько месяцев. Белоснежный щенок вырос в красивого, энергичного пса. Сергей назвал его Снежком. Теперь они каждое утро вместе выходили на прогулку, а вечером пес встречал хозяина у двери. Через год Снежок уже совсем не напоминал того беспомощного малыша из коробки. Он стал крепким, добрым и очень преданным. Иногда Сергей проходил мимо той самой остановки вместе со Снежком. Пес спокойно шел рядом, даже не подозревая, что именно здесь когда-то началась его жизнь. Сергей однажды остановился и посмотрел на него. «Знаешь, Снежок, наверное, все случилось не случайно». Пес поднял голову и положил лапу ему на руку. Сергей улыбнулся. Он так и не узнал, почему женщина оставила новорожденного щенка на холодной остановке. Но теперь это уже не имело прежнего значения, потому что однажды кто-то оставил его там, а другой человек решил не пройти мимо. И с того дня у маленького белого щенка появился настоящий дом, а у Сергея самый верный друг.